Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам свою коллекцию фильмов известного американского режиссера Зака Снайдера. У меня есть много его фильмов. Из тех, которые выходили с русским языком, не хватает только фильма «Запрещенный прием». Все остальные фильмы есть в коллекции. И начинаем с его дебютной работы. Это фильм «Рассвет мертвецов». Представлен у меня в таком вот издании. Еще карточки. Другая обложка. Есть у нас 11 карточек. С странное название самого фильма на английском языке. А здесь сами изображения. И последняя карточка. Это был самый первый фильм Зака Снайдера. И сам фильм является ремейком другого фильма с таким же названием. «Рассвет мертвецов». Далее. Следующий фильм Зака Снайдера, который у меня есть, это, конечно же, «300 спартанцев». В таком вот издании. Присутствует такая вот карточка рекламная. И сам диск с данным фильмом «300 спартанцев». Первую часть снимал сам Зак Снайдер. А вторую часть, которая представлена у меня в таком вот металлическом боксе, 300, это про продолжение, представим в таком вот металл-паке. Здесь у нас два диска, потому что 3D-версия. Такое вот изображение под одним диском и под другим. Такое вот изображение. Это задник, который я убрал внутрь. И также у нас здесь 4 карточки представлено. Данный фильм Зак Снайдер только продюсировал. Дилогия 300 спартанцев. Далее, следующий фильм, который есть от Зака Снайдера, это фильм «Хранители», представлен у меня в коллекционном издании. Здесь у нас два диска. Карточки с персонажами данного фильма. А также буклет «Хранители».
с кадрами из данного фильма. Фильм Зака Снайдера «Хранители». И также есть и самый оригинальный графический роман Алана Мура и Дэйва Гиббонса в таком вот абсолютном издании. Здесь у нас представлен само произведение. А также присутствует достаточно много дополнительных материалов о том, как создавался данный графический роман «Хранители». Далее. Следующий это у нас анимационный фильм от Зака Снайдера «Легенда ночных стражей». Следующее. Это у нас «Человек из стали» про Супермена. Здесь у нас снялись Генри Кавилл, Эми Адамс, Майкл Шеннон, Кевин Костнер, Дайан Лейн, Лоренс Фишберн и Рассел Кроу. Есть два диска, Blu-ray и обычный, Blu-ray 3D и обычный Blu-ray, и 3 карточки с отцом Супермена, с самим Суперменом и еще одним персонажем данного фильма. Человек из стали. Далее продолжаем про Супермена. И это Бэтмен против Супермена «Заре справедливости». Такое вот издание в слипе. Есть также два диска, 2D-версия и 3D-версия данного фильма. И, наконец, последнее кино Зака Снайдера, которое я хочу показать, это «Лига справедливости». Ну, точнее, Зак Снайдер начинал его снимать, но не закончил. Но все равно в выходных данных режиссером числится именно он. Но заканчивал Джосс Уидон. Представлен меня вот в таком вот издании. Обычная 2D-версия. А именно эта версия Зака Снайдера «Лига справедливости», уже которую он создал потом, на нашем рынке уже не выходила. Поэтому довольствуюсь только обычной версией, которую заканчивал уже Джосс Уидон. А на этом данное видео, обзор моей коллекции фильмов Зака Снайдера, все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите следующих видео. А на этом все. Пока.